Приветствуем вас на канале Раиса Горяченко «Дача, сад, огород, цветы». Сегодня 14 ноября 2021 года. Прекрасное утро. Чудесный день впереди ожидают всех тех, кто живет в гармонии с космическими энергиями. А еще через несколько дней нас ожидают грандиозные события, связанные с энергиями полнолуния и лунного затмения 19 ноября. Они настолько красивы и имеют уникальную возможность для каждого человека, естественно, желающего изменить свою жизнь к лучшему, что вот я хочу поделиться с вами важной информацией об этих событиях. Эта информация касается лунного затмения и начала коридора затмений, который завершится 4 декабря 2021 года солнечным затмением. И эта информация совсем не такая, как ее рисуют некоторые информационные источники. И вот почему. Давайте рассмотрим сценарий этого события. Я его нарисовала линейно. Нам, человекам, так проще понять и разобраться в ситуации. Итак, рассмотрим некоторые космические события, начиная с 16 ноября и завершая 21 ноября. Это практически период воздействия сожженного пути полнолуния, естественно, и лунного затмения. И это очень важно. Начнем разбор событий с 16 ноября 2021 года. В эти сутки Солнце будет находиться в соединении со звездой Агена. Еще астрологи ее называют голубой звездой. Солнце в соединении с неподвижной звездой первой величины Агеной будет происходить в 24 градусе Скорпиона. Согласно Птоломею, Агена, то есть голубая звезда, имеет природу Венеры и Юпитера. Она наделяет людей крепким здоровьем, приносит почести, благородство, добрый нрав. Эта неподвижная звезда символизирует тайные знания, обучение. Она покровительствует всем людям, которые несут знания другим. Голубая звезда дает влиятельных друзей, успех в обществе, хорошее положение. Но также Агена предупреждает человека, что на нем лежит большая ответственность. Его умения и знания должны использоваться очень осторожно, чтобы не навредить Земле и людям. Если знания человека причиняют вред кому-то и Земле, природе, то будет для него серьезное наказание. Главный совет звезды Агены – неси в массы свои умения и знания, помогай, но не навреди, занимайся своим делом не ради денег, а ради самого дела. Еще раз о подарке неподвижной звезды Агены я хочу это подчеркнуть. Эта звезда наделяет людей крепким здоровьем. Запомните эту фразу, она очень важна. И вернемся к этому чуть позже. Идем дальше по нарисованной линии вот этих дат. По космической дорожке энергий этих уникальных дней. В ночь с 17 на 18 ноября 2021 года ожидается максимальная активность метеорного потока из созвездия Лев Леониды. Так называется этот метеорный поток. Ожидается до 15 метеоров в час. Звездопад будет виден при безоблачной погоде. Если кому повезет, всматривайтесь в ночь. Метеорный поток Леониды берет свое начало в созвездии Льва, творческого созвездия. А это по астрологическим предсказаниям значит, что энергии Леонид помогут в нас пробудить настоящего художника. Не обязательно мы все начнем рисовать до единого или писать стихи, романы. Это значит, что каждый человек, если захочет, сможет вдруг обнаружить в себе
открыть новый творческий потенциал. С далекой древности, а, кстати, о Леонидах знали и изучали, и использовали вот этот метеорный поток наши предки далекие более 3800 лет назад. Так вот, наши давние мудрые предки верили, что время метеорного потока Леониды – отличный период для творческих и эмоциональных людей. А разве садоводы, огородники, дачники, цветоводы не творческие люди? Ох, еще какие творческие! Мы с вами настоящие творцы своего пространства в доме, у дома, на даче, в саду, на грядках, на цветниках. Когда я слышу, что на даче или у дома не надо ничего делать, а просто созерцать красоту неба, солнца, красоту различных трав, сорняков, я всегда вспоминаю басню про стрекозу и муравья, в которой стрекоза все красное лето пела, а когда уже зима катит в глаза, муравей ей посоветовал: а теперь попляши. Ну и правильно, ведь от простого такого созерцания окружающего мира ничего не сотворишь. Только творческие мысли, творческие действия сотворяют реальность в мире материи. Восхищаюсь вашими, уважаемые зрители, результатами труда, уходящим уже в историю в сезоне 2021 года. Какие же вы все молодцы! Используя знания, опыт, новые подходы в возделывании растений в огороде, в саду, вы вырастили отменные урожаи овощей, плодов, ягод. И это в то время, когда было так долго, холодно, а потом заливали ливни. И снова же следующий период невероятная знойная жара и ранние холода. Но вернемся к 17 и 18 ноября 2021 года, когда метеорный поток Леонид будет дарить и открывать у каждого, кто, естественно, готов к этому, новые творческие потенциалы для преобразования нашего дома, нашей планеты Земля, а также для созидания своей новой планеты, своей Вселенной, своей галактики. Ведь мы сейчас, каждый человек, именно творим свои планеты, свои Вселенные, свои галактики. Дни 17 и 18 ноября словно будут нас готовить к очень ответственному моменту полнолуния и полутеневому лунному затмению, которые произойдут 19 ноября. А осуществятся эти грандиозные события именно 19 ноября. Все произойдет в знаке зодиака Телец. Лунное затмение произойдет на оси Телец-Скорпион. И в течение последующих 2 лет нас ожидает еще 7 затмений на этой оси. Напомню, кстати, что в это время Уран тоже будет находиться в знаке Телец. Там, кстати, будет эта планета творить революционные изменения в отношении человека к природе, к Земле до 2026 года. Так что, ого-го, что нас ожидает в ближайшие 2 года. Получается, что это в энергетическом плане, лунное затмение 19 ноября, поможет человечеству провести кардинальные изменения в своей жизни и в жизни на Земле. Нас ждут интересные, неожиданные повороты судьбы, которые подарит вот этот прекрасный Телец. За что же отвечает Телец? Телец – это материя, обретение формы. Телец – символ денег, материальных ценностей, недвижимости, собственности, питания. Все, что я сейчас назвала, очень важно. Для одних самая большая ценность – машина крутая, иностранная, для других – целый настоящий дворец или большая квартира, современные какие-то технические гаджеты или какое-то оборудование. Но я не об этом хочу поговорить.
В астрологии знак Тельца больше относят к категории питания человека. На самом деле эта категория связана с практической эволюционной деятельностью человека на Земле. Чтобы питаться, снова же надо что-то делать, нужны действия. Питание – это индивидуальный процесс просветления плотных и костных структур Земли, осуществляемый именно человеками, людьми. Человек на Земле выступает как один из главных проводников солнечной энергии Солнца и Творца, нашего Создателя, приходясь им сыном или дочерью и посланцем на планете Земля. Человек обладает их качествами и способностями, то есть мы созданы по образу и подобию. Каждый человек, принимая пищу, выполняет одну из главных эволюционных задач. Пища, даже специально приготовленная и отобранная, остается довольно неразвитой субстанцией, проходя через организм человека, меняется на качественном уровне. Задумывались мы об этом раньше? Нет, по-моему. Призадумайтесь еще одной мысли, которую я сейчас произнесу. Человек должен уважать любое живое существо мира и никого не убивать, чтобы съесть. Подумайте. А пока, думая, что полнолуние и лунное затмение 19 ноября в знаке Телец прояснит важную тему питания и обладания материальными ценностями. Богатство будет даваться только тем людям, кто умело управляет материей без ущерба для себя лично и окружающего пространства, окружающих людей, окружающего мира. Телец об этом уж позаботится. Умело управлять материей без ущерба для себя и окружающего мира. В эту фразу включаются и другие важные темы Тельца. И эта тема звучит так: здоровье. Начиная с 2020 года почти вся человеческая семья на планете Земля учится ценить здоровье. Полнолуние и лунное затмение – это опять же о здоровье. Здоровый образ жизни, здоровое питание, здоровая вода, здоровая земля, чистый и здоровый воздух. Сколько же убирает в себя одно самое дорогое, самое ценное слово – здоровье. Уважаемые зрители, вспомните, почему решили стать обладателями участков земли, садов, огородов. У кого-то для детей, а особенно для внуков, хотелось вырастить экологически чистые огурчики, помидорчики, яблочки, смородинку. Да и сами в своих квартирах затасковали за землей, за весенним цветением садов, за натуральным вкусом овощей, ягод, плодов, за этим неповторимым ароматом созревающих плодов в саду и тех же созревающих огурчиков, помидоров. И это же снова о питании и о здоровье. Без трудяги Тельца, ведущего нас и возвращающего нас медленно, но уверенно к матушке природе, к земле, но никак не обойтись. 2 года затмений на оси Телец-Скорпион не так просто пройдут для нас. Через 2 года мы с вами будем иметь в здоровом теле здоровый дух. И энергии уравновешенного, приземленного Тельца станут палочкой-выручалочкой человечеству к этому состоянию. Что же самого ценного мы должны вынести из 19 ноября 2021 года? Самая большая ценность для человека – это здоровье. Чтобы быть здоровым и жить в достатке, нужно жить в мире, в гармонии с собой, с окружающим миром, не вредить своими негативными мыслями, своими негативными действиями себе, земле, животным, растениям, воде. Что нужно для этого воплощения в реальность? Труд,
творческий, созидательный труд в гармоничном потоке космических энергий. Именно их мы, садоводы, огородники, цветоводы, все земледельцы, кто любит землю, используем при планировании своих дел по агрогороскопам. Агрогороскоп – это ценный инструмент планирования дел на грядках, в садах, который дает возможность выполнять агроприемы в благоприятное время и получать максимальный высокий результат. Ну что, с 19 ноября в основном мы уже разобрались. Но на этом космос и первотворец не остановится. 21 ноября Солнце будет уже в соединении с неподвижной звездой Толиман. Согласно традиции, идущей еще от Птоломея, эта звезда оказывает влияние, как и Венера и Юпитер. Но еще есть интересная информация. В авестийской традиции Толиман связана звезда с Солнцем, Юпитером и Марсом. Известный астролог Павел Глоба считает Толиман очень хорошей звездой, дающей огромную жизненную силу. Хорошая звезда, дающая огромную жизненную силу. Эта звезда дает холерический темперамент, искусство победы над всем. Все проблемы звезда помогает брать, как быка за рога, и решать их легко, и всегда добиваться своего самостоятельно, никогда не останавливаться на достигнутом. Характерны неудержимое стремление к совершенству, великолепная творческая активность. Вот эти черты, вот эти энергии дает вот эта звезда. Но эта звезда покровительствует только тем, кто учится, развивается. Но тем, кто просто-напросто является лодырем, лентяем, ничего не делает, а также мошенником, эта звезда, ее энергии грозят разоблачением и даже тюрьмой. Вот так красиво закручен космический сюжет всех событий, начиная с 16 ноября и по 21 ноября 2021 года. Подвести итог этих грандиозных событий можно в одном предложении. Я его вот так составила и предлагаю вам с ним познакомиться. Давайте вместе озвучим его. Итак, крепкое здоровье человеку. Для открытия творческого потенциала в творческом труде через здоровое питание, позитивные мысли, слова, действия. Мне нравится именно вот такая задача в этом предложении на ближайшие 1000 лет новой игры, которая называется «Золотая эпоха», и которую вот эту задачу нам ставит полнолуние и лунное затмение 19 ноября. А вам, уважаемые зрители, как такой подход? Как вам вот эта прекрасная позитивная мысль для будущей новой золотой эпохи? Напишите, пожалуйста. Сегодня мы завершаем это видео, посвященное важному космическому событию. Но эти темы будем продолжать в наших видеорассказах, в наших агрогороскопах, для того, чтобы мы с вами превратили наши позитивные солнечные мысли в прекрасные райские сады на земле, у своих домов, на своих дачах и каждый на своей земле, в своей вселенной, в своей галактике. До новых встреч на нашем канале. Удачи вам и творческих новых проектов для вашей новой жизни.